Всем привет! Сегодня приготовим вкусный, нежный, мягкий медовик с ароматными коржами и сметанным кремом. Готовится торт очень просто, без раскатки коржей. В сотейник высыпаем 100 г сахара. Добавляем 150 г сливочного масла. 2 столовые ложки с горкой меда. Ставим сотейник на средний огонь, периодически помешивая, доводим до кипения. Как только появились первые пузыри, добавляем 1 чайную ложку соды. Хорошо перемешиваем. Варим 2 минуты до красивого карамельного цвета. Карамельную массу переливаем остывать в миску. Масса должна остыть до комнатной температуры. Добавляем к ней щепотку соли, по 1-2 яйца, каждый раз хорошо перемешиваем. Понемногу просеиваем 200 г муки, замешиваем тесто. Тесто не должно быть густым. Противень застилаем пергаментной бумагой. Для удобства противень я смазала растительным маслом, чтобы не скользила пергаментная бумага. Тесто условно разделяем на 2 части, половину теста размазываем по противню. Размер моего противня 35 на 40 см. Выпекаем корж в заранее разогретой духовке при температуре 160 градусов 8-10 минут до золотистого цвета. Пока корж еще теплый, обрезаем края. Обрезки потом уйдут на посыпку торта. Разрезаем корж пополам. Всего получается 4 коржа размером 15 на 28 см. Приготовим крем. В миску отправляем пол-литра охлажденной сметаны. Я буду использовать домашнюю жирную сметану. Если вы будете использовать магазинную сметану, то используйте жирностью не менее 25%. Добавляем 100 г сахарной пудры, 10 г ванильного сахара. Взбиваем сметанный крем, он должен получиться пышным и стабильным. Готовность его определяем тем, что он не растекается по миске. Обрезки теста измельчаем блендером или скалкой. Собираем торт. Смазываем первый корж кремом, накрываем вторым коржом. Смазываем кремом и так до конца. Верх и бока торта смазываем оставшимся кремом, посыпаем крошкой. Отправляем торт хотя бы на 3-4 часа в холодильник. Крем должен застыть и пропитать коржи. Получился очень мягкий и ароматный торт весом 1 кг, а высотой 4,5 см. Это незаменимый рецепт, когда совсем нет времени возиться с раскаткой коржей. Если мое видео было для вас полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем желаю удачи и приятного аппетита!